привет, вы на канале Вектор, с вами Владимир, и сегодня на обзоре у нас японский мажор. Ботинок, утюг, как только его не называют. Знаете, вот внешне даже на какую-то рыбу, да, он похож немного вот этими волнами на какого-то ската, да, то есть вот это вот расстилается что-то на капоте, но сейчас не об этом. Смотрите, вообще Infiniti FX первого поколения в кузове S50 появился в 2002 году. Большинство автомобилей первых было на американский рынок, да, то есть на Россию их просто везли, потом уже бэушные экземпляры. Потом появился рестайл уже, который появился в России, и с 2008 года появился кузов S51. Потом был рестайл. Примерно 11-12 год, да, то есть вот, ну, переходный год такой был на арест. Вот это у нас экземпляр уже рестайловый, но отличить их очень сложно. То есть если вы не специалист, если вы не фанат этого автомобиля, если вы каждый день не смотрите информацию про этот автомобиль, вы никогда не определите разницу рестайла и до рестайла, да, то есть, ну, ничего не изменилось. И после 2013 года Infiniti вообще решили уйти от этой аббревиатуры FX, да, то есть они стали QX. Хотя мне это стало совсем непонятно и даже тяжело по поиску, да, то есть когда в поисковые системы раньше вбивали, да, то есть Infiniti FX там 35, да, то есть все, мы понимали, что там двигатель 3.5 будет. Там Infiniti FX там 37, да, двигатель 3.7, FX 30, как вот этот экземпляр, да, то есть у нас это дизельный экземпляр. Сразу забегая наперед про техничку, скажу, что это исключительно летний вариант автомобиля, зимой его эксплуатировать невозможно. Сейчас вот у нас на улице остатки зимы, да, то есть все-таки наступает весна, немного потеплее, вот уже можно на этом автомобиле выезжать на улицу. Минуса, минус 10, минус 15, эта машина должна жить в гараже, и на ней очень некомфортно двигаться, расскажу чуть позже. Друзья, давайте по внешке пройдемся, посмотрим вообще на этот автомобиль, да, то есть, ну, со всех ракурсов, наверное. Лично мне внешне этот автомобиль нравится, он офигенный. Он красивый, он узнаваемый, он выделяется в потоках, да, то есть вы его всегда узнаете, он не похож на что-то. Это Infiniti, это ботинок, это как бы японский премиум считается, но на самом деле до премиума ему далеко, и я вам об этом тоже сейчас все расскажу. Смотрите, такая какая-то акулья рожа, красивые, интересные фары. Все вот эти кузова S51, они всегда идут на больших колесах. Смотрите, потому что тормоза большие, диски тормозные большие, суппорта большие, маленькие колесные диски сюда просто не влезут. За счет этого, кстати, автомобиль немного такой жестковатый, потому что, ну, колеса у них минимум 20-е, да, то есть редко кто-то ставит 19-е, 20-е, 21-е. Дальше, эстетично жабры. Для прохождения воздуха там заходит, выходит, как бы все хорошо, да, типа прижимаются колеса к асфальту, да, на больших скоростях. Дальше. Дешманская ручка. Дешман. Бомж, вот по-другому не могу назвать. Вот японцы, вы серьезно, вы пытаетесь сделать премиум, да, то есть из Nissan там вы вышли, ага, Infiniti это премиалка, но ручки оставили от Nissan, дешевые, болтающиеся, да, то есть как бы, ну это что такое? Доводчиков здесь нет, ни в какой комплектации, ни в самой максимальной, ни в самой пустой, доводчиков здесь не будет. Не в кузове S51 до рестайл, либо когда вы поменяли, японцы, точнее, поменяли аббревиатуру на QX, доводчики не появились. Переходим на заднюю часть, да, то есть прям такой взбитый спортсмен. Вот прям реально такой взбитый, стильный, интересный. Смотрите, сразу отмечу плюс. Симметрично, два задних хода, диодная оптика, но не полностью. Задний ход галогеновая лампочка, повторители поворота галогеновая лампочка. Японцы, вы позорники. Ну, делая премиум, я имею в виду. Если был бы разговор за убогий Nissan, да, то есть вопросов нет. Но здесь вы называете этот автомобиль премиум, и будьте добры доделать какие-то вещи. Сразу еще один минус по багажнику, пока мы здесь. Нажимаю.
Во-первых, ждем очень долго, когда он одумается, что нужно открыть крышку багажника, и открывается она очень долго, как и в любом японце, да, то есть из примера приведу, не очень давно мы снимали Lexus RX, там, 2020 года, проблема та же, крышка открывается еле-еле, дождаться это очень сложно. Друзья, смотрите, в багажнике немного грязно, не было возможности заехать на мойку, здесь все почистить. Знаете, это так себе премиум, поэтому и так сойдет. Объем багажника 376 литров. Это очень мало для большого кроссовера. Он вообще по своим габаритам, он на самом деле большой. Но багажник отсутствует. Друзья, мы недавно снимали автомобиль Kia Soul. Это маленькая городская коробчонка, в которой багажник всего лишь на 10 литров меньше, чем здесь, представляете? То есть, я думал, что здесь, действительно багажник. Сразу минус. Или, знаете, момент, который говорится про собственника, про хозяина автомобиля, это эгоист, который тупо должен сидеть за рулем. Плевал он вообще возить какие-то продукты, я не знаю, в багажнике, какой-то инструмент или еще что-то. И, в принципе, им можно не пользоваться, потому что загрузка неудобная, она очень высокая, да, то есть, смотрите, реально это высоко. Здесь сразу у нас получается пол, то есть вниз он не уходит, а низ у нас завален, давайте я вам покажу. Здесь у нас установлен аккумулятор, САП. Да, то есть музыка бассе у нас здесь получается, инструмент, огнетушители, компрессоры, все здесь. А есть жижа для ремонта колес, запаски здесь нету никакой, ни докатки, ни полноразмерной, ничего нету, и снизу здесь, соответственно, ничего нет. Здесь есть у нас только две трубы. И вот это по центру спрятанная туманка. Не люблю я вот это вот по центру, но его не видно. То есть вот я просто стою около автомобиля, да, то есть нахожусь просто рядом, я его не вижу, и он меня не напрягает этим. Просто из-за того, что мне пришлось присесть, я увидел, я теперь знаю, что он есть, да, то есть, такой, вы что сделали, зачем сделали, но об этом говорить не буду, потому что я его не вижу, в обычной жизни. Дальше. Шторка. Подобие шторки, знаете, наверное, даже это не шторка, а пыльник, вот, который просто закрывает, да, вот эту заднюю часть. Это что такое? Я вспомнил автомобиль ВАЗ-2103. Помните такие автомобили? Классика, российская, отечественная, там, копейка, да, и у них на стойках были подобные подсветки. Реально... вы прикал, галогеновая, и вот с этой клавишей какой премиум. Я все могу понять. Автомобиль у нас 2012 года. Какой премиум? О чем вы, за что вы просили такие деньги на новые автомобили? Давайте посмотрим. Можно сложить. Удобно, молодцы, вообще красавчики, из багажника складывается, потому что объем багажника очень мало, и если что-то нужно перевезти, то вам всегда придется складывать второй ряд сидений. Складывается практически в ровный пол, небольшой прям подъемчик. Смотрите, классная штука. Хоть немного подумали, да, то есть здесь вот эту нишу они закрыли, то есть такой как спойлерочек получился, да, и он всегда с сиденьем гуляет. По багажнику все, больше ничего здесь интересного нет, просто нужно потратить очень много времени, пока он сообразил и начал закрываться. Не настроить, вообще с этим ничего нельзя сделать, то есть он всегда будет долго открываться и долго закрываться. Вот у нас аббревиатура еще, да, FX30D, то есть это 3-литровый дизель. Но сейчас как раз таки давайте посмотрим, что здесь под капотом, и немного поговорим про 30D. Смотрите, плюс японцам, да, то есть спасибо большое за морики, прям красавчики от души. И давайте по техничке. Смотрите, Infiniti FX30, да, то есть это 3-литровый дизель V6, турбированный, 238 лошадей, не налоговый, хороший крутящий момент, 550 ньютонов. Но при весе автомобиля 2 тонны 80 килограмм, динамика разгона не выдающаяся, 8,3 до 100.
Это заявлено заводом, ну, сами понимаете, будет погрешность, и в 9 он будет убираться. Смотрите, здесь еще устанавливался популярный двигатель, да, именно в этом кузове, в рестайле. Это 3.7 V6 бензиновый, 333 лошади, уже налоговый, да, то есть его в России не любят из-за налогов. 363 крутящего момента. Смотрите, крутящий момент не очень большой, не очень высокий, да, в соотношении лошадиных сил, но в целом он нормальный. Динамика разгона 6,8 на бензиновом двигателе. Да, там это сказывается, конечно, на расходе топлива. Расход топлива, заявленный заводом, это 17 литров. Не маленький показатель, да, но тем не менее, кто ездит спокойно, они убираются и в 15 литров в городе, да, то есть я ездил на таком автомобиле сам лично, да, то есть пользовался некоторое время. 3.7 бензин, он, знаете, он провокатор, он агрессор, он прям провоцирует, ну ты нажми на газ, да, то есть он прям вот просит, ну надо нажать, надо ехать. Дизель в этом плане, он тоже едет, он кажется взбитым из-за жесткой своей подвески, из-за больших колес, именно из-за жесткости. Да, он кажется такой взбитый, такой драйвовый, то есть дайте, мы поедем. Но дизелек поедет не так динамично, чем бензин. И у них был еще 5-литровый двигатель, очень редкий в кузове. Когда они поменяли аббревиатуру на QX70, там вообще очень тяжело найти 5-литровый экземпляр. То есть там уже как раз больше 3-литровых дизелей и 3.7 бензинок. Друзья, а вот теперь самое интересное, а где же у нас японская надежность? Ее нет. Смотрите, есть очень много на самом деле здесь недоработок, таких как вот здесь камера вряд ли вам передаст, вот внизу за замками рамка радиатора, да, внизу, там находятся трубки, где проходит жидкость ГУРа, да, здесь стоит рейка, здесь стоит насос ГУРа, да, здесь не электрический усилитель руля, вот. И там стоит резинка, такая уплотнитель, и она перетирает трубки. Это прям болезнь, это проблема здесь ее уже решили, то есть выкинули эту резинку, все, то есть теперь трубки сохранены. Дальше. По надежности двигателя, да, то есть сам двигатель, как бы многие там начинают говорить, там миллионники, не миллионники, с дизелем, в принципе, здесь ничего не случается. Но давайте поговорим про навесуху, такую как турбины, форсунки. Вообще топливная аппаратура на дизеле очень привередливая. Она служит, она как бы там ходит свои там и 150 тысяч, да, то есть, но нужно следить за ТОшками, да, то есть обслуживать автомобиль, заливать качественное топливо. Прям даже везде в регламентах, да, то есть топливный фильтр здесь меняется очень часто. И, в принципе, все остальные фильтра. И как бы от меня рекомендация, вообще меняем каждые 7500, да, то есть на максимум все фильтра, топливный там раз в 15, и будет вам счастье. Есть проблема по головам, да, то есть как бы нечастая, но она встречается. По масложору проблем нет, если нету никаких течей и запотевания. Дизель, он, ну, как бы такой, всегда этот двигатель считали сопливым, да, то есть если турбина масло не гонит, если все хорошо, то жора масла не будет. Это конкретно по дизелю. Почему я вам говорил, что это исключительно летний экземпляр автомобиля? Потому что зимой ездить на ней невозможно. Зимой она не прогревается вообще никак, в ней замерзают, да, люди. Причем в городе на холостых с утра доехать там до работы в пробках автомобиль не прогреется, да, то есть здесь на автомобиле доустановили предпусковой подогреватель, но когда его устанавливать дополнительно, начинаются другие проблемы, он начинает выжирать аккумулятор, поэтому им тоже не пользуются. Расход топлива в городе, вот конкретно на этом экземпляре, вот сейчас с собственником разговаривал, да, у него 15 литров, но он, конечно, нажимает на газ, он не катается в правом ряду, да, то есть как бы он прям едет на все деньги, то есть это 15, для дизеля это очень много. На трассе он убирается где-то в 10 литров, да, но можно и меньше. Вообще, как бы если бы, допустим, я рассматривал там подобный автомобиль, да, конечно, Россия, да, налоги, жалко, блин, ну, очень жалко платить там по 40-50 тысяч рублей, но я сделал бы акцент на 3.7, про который я вам уже тоже рассказывал. Да, у него расход больше, но у него нету этих проблем зимой, он прогревается, да, то есть зимой он теплый, он комфортный, летом как бы тоже все хорошо, но там по технической части больше вопрос опять к ТОшке, да, то есть нужно часто менять масло,
масло, потому что там V6, но он температурно нагруженный двигатель, и надо промывать радиаторы. То есть, ну, это периодически разбираем как бы решетки, да, то есть бампера снимаем и просто промываем радиаторы, чтобы автомобиль дышал. Дизелю это тоже нужно делать. Да, он не так привередлив к температуре, но тем не менее он тоже может греться. Но летом. Зимой его прогреть невозможно, и я считаю, что такой автомобиль просто не нужен. И в примере, допустим, на своем Kia Sorento Prime, да, то есть у меня на автозапуске автомобиль прогревается на холостых. То есть здесь даже на оборотах, пока вы едете по городу, он не прогреется. И это большинство Infiniti. То есть не только это касается FX или там QX, да, это и другие легковые седаны, тоже они у нас будут на обзоре, я вам тоже покажу, они тоже не прогреваются. То есть это просто дизеля, не предусмотренные для российского рынка, хотя они продавались официально в России. И основная проблема этого дизельного двигателя, прям глобальная у всех, это экология. То есть сажевый фильтр забивается очень быстро. Там есть регенерация, да, он должен как бы прожигаться, но почему-то у них не прожигается. И при пробеге там каждые там 30 тысяч километров выскакивает эта ошибка. И он просит ехать на сервис, то есть проблема с экологией. Хотя вот на примере, допустим, своего Sorento дизельного, да, там с пробегом в 120 тысяч, у меня с экологией вообще нету проблем. И я ее не отключал. То на Infiniti приходится ее отключать, то есть у японцев дизеля так себе. Друзья, про коробку. Коробка здесь классический автомат, 7-ступенчатый, надежный гидротрансформатор, да, то есть который убить очень сложно. Но возможно, на больших моторах это прям, ну, легко сделать, если постоянно тапка в пол, ну и классический автомат умрет. А производители заявляют, что эту коробку не надо обслуживать в плане замены масла, фильтров, всего остального. Это ошибочное, да, то есть мнение производителя, видимо, для того, чтобы у вас машина быстрее сдохла и вы пошли купили новую. Масло меняем почаще, да, то есть, конечно, не как вариаторные экземпляры, но там по 100 тысяч тоже не вижу смысла ездить на масле в коробке, ну, оно имеет свой ресурс, оно тоже изнашивается, да, соответственно, изнашиваются дальше детали коробки. Больше заднеприводной, да, то есть она распределяет крутящий момент, в случае там пробуксовки, там может 50% кинуть на переднюю ось, но основное приходится на заднюю. И здесь разбивает привода. Точнее шлицы на приводах, которые уходят сюда в ступицу. И их можно почистить, забить, поменять. Но здесь вот собственник уже прям поменял привода, да, то есть в круг поменял тормозные диски уже, да, то есть колодки здесь достаточно быстро изнашиваются, ну, потому что автомобиль не легкий, достаточно тяжелый, и собственник очень динамично его эксплуатирует, то есть, ну, двигается реально динамично. Про подвеску. Подвеска здесь максимально простая, никакой пневмы здесь не бывает, достаточно выносливая, достаточно надежная, но есть минус по передней подвеске, знаете какой? Это шаровые опоры, да, и они меняются вместе с рычагом. Это очень дорого. Но у нас вот, по крайней мере, в городе, ну, в Нижнем Новгороде, есть умельцы, да, которым ты привозишь рычаг, и тебе ставят, там, перепрессовывают, не знаю, новую шаровую устанавливают. Это достаточно дешево, потому что поменять здесь рычаг, это безумных денег стоит. Это там рычаг, по-моему, порядка 40 тысяч рублей один, нижний. Вот. Но у нас это все уже научились делать, исправлять, поэтому по подвеске достаточно экземпляр даже на больших колесах. Про тормоза. Опять же, на экземплярах FX30, да, то есть 3-литровых дизелях, на дорестайловых моделях 3.5 был двигатель, там установлены слабые тормоза. В экземплярах с двигателем 3.7, 5 литров, там тормоза более мощные, они модернизированные, они более надежные, там не уводят диски, ну, так быстро, как на этих экземплярах. Хотя внешне они тоже очень большие, да, то есть тут даже маленькие колеса не поставишь. Диски здесь под оригинал, но это реплика тоже. Смотрите аккуратнее всегда, если кто-то подбирает себе, то есть чтобы вылет был правильный, потому что суппорта очень большие. Друзья, смотрите, сразу косяк. Дверь не закрывает полностью порог. Штаны будут грязные, да, хотя здесь дорожный просвет небольшой, но это кроссовер, да, то есть с просветом 184 миллиметра. Здесь у нас выше. Штаны будут пачкаться. Сразу смотрите, некачественный хром, да, то есть пластик, хромированные вообще детали на этом автомобиле. На любом японце они облазят. Все, не хочу больше про это говорить. А теперь начинается квест. Попасть на второй ряд сидений с моим ростом.
Смотрите, дверь открывается практически 90 градусов, но проема нет. Я не знаю, как туда попасть. Я не самый толстый человек на планете Земля, да, то есть достаточно худой человек. Но я уже вижу, что сейчас будет проблема. Плюс смотрите, какой широченный порог получается, да, то есть вот эта накладка, вот это здесь уже все грязное, все затоптанное, ну, по-другому никак. А теперь квест, чтобы... Сесть и отряхнуть ноги тоже невозможно. То есть нога пойдет первая туда, чтобы мне не испачкаться. А проема очень мало. Вот здесь вот в ногах. Смотрите, здесь уже, ну, все очень сильно испачкали, да, то есть здесь забираются дети. Реально проблема. Друзья, смотрите, вот сейчас сижу сам за собой, да, в ногах, в коленях, да, у меня место есть, но над головой тесно, то есть это вот скошенный кроссовер, внешне, зараза, красивый, но не практичный. По дверям пластик такой тактильно мягкий, но не кожа. Кожа только вот здесь, и то очень дешевая. То есть, ну, для премиалки вообще не катит. И вообще дешевый пластик снизу. Прям ужасно, тактильно неприятно. Смотрите, еще какой нюанс сразу. Здесь ремень очень высоко в стойке. Хоть и низкая крыша, я бы этот момент все-таки, ну, обыгрывал ниже. Смотрите, если домохозяйки с детьми будут ездить на этом автомобиле, здесь будет установлено детское удерживающее устройство, ремень очень высоко находится, здесь придется что-то колхозить и его как-то опускать вниз. Иначе прям вот этот ремень детям пойдет по лицу и по горлу. Спинка регулируется наклон, да, то есть вот я могу облокотиться. Вот в таком варианте, кстати, крыша уже не давит на голову. Даже можно ехать на какое-то длительное расстояние. Но подушка коротковата. То есть подушка сидения для японцев, да, то есть, смотрите, вот я садился, я уже испачкался. То есть, ну, это вот эти незакрытые пороги, это ужасно просто. Есть воздуховоды и больше ничего нет. Колхозная галогеновая подсветочка. Нет, это не премиум. Начинается квест номер 2. Выберись отсюда. Это, знаете, из оперы вход 1000, выход 2. Друзья, смотрите, здесь по одометру пробег очень маленький заявлен, да, он прям смотан нормально, я думаю, что здесь пробег больше 200 тысяч. Смотрите, сиденье, кожа некачественная, она практичная, то есть она прям лопается достаточно быстро, да, то есть, смотрите, вот это уже все проломлено. Проломлено почему? Во-первых, это некачественный поролон внутри набитый, некачественная кожа, ну, смотрите, да, то есть одни складки, то есть все в складках вообще. Здесь, чтобы сесть, вот эта ширина порога, она очень большая, то есть приходится садиться именно на эту часть. Вот, и все, как бы, водители это делают. Сразу про сиденье, пока здесь хотел бы сказать такой момент, что здесь отключили функцию, когда вы... комфортный выход, да, то есть когда остановился, заглушил автомобиль, сиденье отодвигается назад, вам комфортно выйти и, соответственно, сесть. Включили эту функцию по той простой причине, потому что этот привод ломается. Просто, ну, он ломается, и в интернете даже эта информация есть, поэтому собственник отключил, просто пользуется, как бы старается под себя, лишний раз не пользоваться памятью сидений, да, то есть как бы ездит в основном один. Друзья, смотрите, сразу японский косяк. Вот они это делают вообще на разных автомобилях. Это Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti. Это прям ужасно. Кнопки под колено. Вот я сел, да, то есть я управляю автомобилем. Я смотрю на дорогу, чтобы здесь, вот особенно вот эту нижний ряд кнопок увидеть, это мне вообще надо руль бросить, это мне надо открыть дверь и понять, что здесь находится, если я не пользуюсь этим автомобилем каждый день. То есть конкретно вообще я говорю, дизель это не на каждый день автомобиль, это вообще исключительно для лета автомобиль. И все под коленкой, неудобно. Плюс здесь вот дополнительно подогреватель поставили, да, но которым тоже не пользуются, потому что он съедает аккумулятор. По рулю, руль затирается очень сильно, тоже некачественная. Пластик тоже в принципе некачественный, тактильно все неприятно. Знаете, вот панель... Ни на грамм не лучше, чем в Kia или Hyundai. Вот, ну, реально. Не по мягкости, не тактильно, да даже структура
примерно та же. А за что вы хотите такие деньги? Ну, конкретно вот Infiniti, что за премиум? То есть я вот здесь вот вижу исключительно Nissan, да, то есть причем даже какие-то сходства Nissan Juke есть. Это убогое вот это чудовище. Смотрите, вот это центральная часть, да, то есть это просто Nissan. Это реально, это просто Nissan, это не какой-то Infiniti. Часы типа премиум, но эти же часы там в Ниссанах стоят, да, то есть даже в каких-то Тианах и все подобное. Мультимедиа и климат разбиты также на две полки, то есть вот, ну, нижняя как бы климат-контроль кнопки, да, то есть верхняя это мультимедиа, и все выводится на экран. Куча, россыпь кнопок, да, то есть зачем, непонятно. Можно было как раз-таки для премиума обыграться, сделать какую-нибудь шайбу, да, то есть здесь, и было бы классно. И был бы хоть какой-то закос на премиум. Здесь от премиума, ну, я не вижу ничего. Если вы увидели здесь премиум, подскажите. Нет. Вот этот пластик под дерево. Лакированная, да, то есть это вот бабушкины шкафы, вот эти лакированные, давайте вспомним. То есть, ну, это спортивный кроссовер. Здесь, наверное, наоборот, отталкиваясь от внешности, здесь нужен какой-то карбон, да, то есть какие-то спортивные нотки, но не вот этот бабушкин шкаф. Подогрев сидений реализован убого, то есть вот какой-то крутилкой, ну, просто они убогие, эти крутилки, да, то есть никаких режимов авто нету, да, то есть подогрева и вентиляции сидений. Рычаг КПП, ну, обычный рычаг, то есть здесь вот все прорисовано, как бы подсвечиваются обычные лампочки, да, то есть, ну, там вот, вон, видите, прям маленькие диодики светятся. Ужасно. Зачем сделано, непонятно. То есть, ну, чисто какое-то дизайнерское решение, не более того, то есть никакой практичности в этом я не увидел. Удобно ли мне? Если я сюда забрался и не испачкался, то да. Чувствую ли я себя в премиум? Нет. То есть, ну, это просто обычный автомобиль. Прям вот совсем обычный автомобиль, да. То есть, обычный японский автомобиль, обычный Nissan. А есть ли смысл вообще переплачивать? Может быть, купить достойных конкурентов из немцев? Я расскажу чуть позже. Друзья, обязательно пристегиваемся, да? Вы давно не видели вот такого колхоза, слышите? Ну, я не знаю, это конец 90-х, я вот такие вещи последний раз видел. Друзья, смотрите, вот сразу хотел отметить, здесь у нас музыка бассе, да? То есть даже автомобиль лишили запасного колеса, установив туда сабвуфер, да? То есть, но... музыка громкая, но она некачественная. Просто, допустим, на примере немецких автомобилей, такие как Porsche Cayenne, старые, вот у меня был, да, 2004 года, с музыкой бассе, она звучала намного круче, чем здесь. Реально, это факт. Она здесь громкая, и все на этом. Смотрите, давайте прокатимся на этом жестком автомобиле, да, то есть это агрессор, это провокатор. Подвеска очень жесткая, прям очень жесткая за счет больших колес. Здесь очень маленький ход подвески. Здесь акцент больше, знаете, прям городской автомобиль, потому что выезжать на бездорожье на этом автомобиле смысла нет. Полный привод ужасный, он не работает как должен работать, наверное, да, полный привод. Я считаю, что, ну, он что-то должен мочь. Этот полный привод не может ничего на бездорожье. То есть он может тронуться со светофора, можно там зимой отключить систему стабилизации, дать боком, но чтобы отключить систему стабилизации, вам надо остановиться и вот там вот найти эту кнопочку. Я уже про это вам говорил и показывал. Сиденье, вот какая внешность у этого автомобиля спортивная, да, то есть хочется получить и такое, знаете, комфортное спортивное сиденье, которое будет обнимать, оно этого не делает. Прям вот, ну, выпасть на раз-два. В салоне места очень мало. То есть я вот сейчас еду, да, как бы, ну, я не чувствую, что, знаете, вот я еду на огромном автомобиле. По габаритам, да, автомобиль огромный, но внутри в салоне места нет, все надуто, задуто, как будто, знаете, вот, ну, меня зажали. То есть я испытываю даже дискомфорт какой-то, да, то есть или там у кого боязнь закрытого пространства, да, и здесь его очень мало, это будет даже напрягать. Рычит, да. Ну,
знаете, динамика уверенная, здесь хороший крутящий момент. Он, конечно, будет сдуваться, да, то есть, ну, нельзя его сравнивать там с 5-литровым бензиновым экземпляром. Но когда раскручивается турбина, он едет очень уверенно. По обзорности сразу хотел бы вам сказать, не очень. Обзорность даже, скажу, плохая. Просто вот, ну, плохая обзорность. Вот, ну, по-ниссановски они вот забили на все. Смотрите, стойка широкая, плюс здесь вот эта заглушка от двери, которая идет, плюс сразу идет огромное широкое зеркало. Очень много закрывает. Смотрите, вот посмотрите на ту переднюю часть, да, то есть вот эти волны на капоте, которые вот подняты в бока, они тоже немного скрывают. Мне кажется, они не нужны. Вопрос узнаваемости из салона, и ты можешь понять, что ты едешь на Infiniti FX. Да, то есть капот, он прям выделяется, он отличается, как бы я на многих автомобилях ездил. Но тем самым теряется обзорность. Стекла невысокие, то есть я вот сижу сзади, вообще стекла очень, ну, очень маленькие. Смотрите, зеркала большие, зеркала поделены. То есть как бы сбоку немного увеличивают, да, дополнительно. Хорошо, но все равно я вот немного покатался на этом автомобиле. Знаете, присутствует такая какая-то мертвая зона. Причем слева ее нету, да, этой мертвой зоны, а в правом зеркале она есть. Датчиком слепых зон, ну, автомобиль там 2012 года, здесь нету. Смотрите, сразу вот вам покажу. Ужасного качества камера заднего вида, камера кругового обзора. Это очень плохое качество, это ужасное качество, это не премиум. По поводу премиума, да, вам хотел бы еще сказать. То есть у японцев они поделили, да, то есть у них есть вот Nissan Infiniti, там Honda Acura, Toyota Lexus. Вот на примере, допустим, даже Toyota Lexus есть разница в салоне, да, то есть как бы в схожих экземплярах, да, то есть вы садитесь в Toyota и там, допустим, в Lexus. Будет разница в салоне. Здесь разницы нет. Здесь разница только в значках. То есть, ну, Nissan либо Infiniti. По салону качество материалов отделки ужасное. Просто это прям дешман. Давайте по конкурентам. Вот, ну, основные прямые конкуренты это BMW X5, это Mercedes ML 164 и 166, да, в 2012 году, да, ML 166 уже был. Классные немецкие варианты. Есть у Honda, да, то есть вот это тоже премиалка, Acura, там, RDX, MDX, то есть, ну, они немного схожи, как бы. Есть у Lexus RX, да, то есть прямой конкурент. И вот это все, что я вам перечислил, будет намного лучше, качественнее и интереснее данного экземпляра. То есть это все-таки Nissan, это дно японского рынка. По поводу денег, смотрите, вот вчера прям сидел, искал в поисковиках цены. Средний ценник на данный экземпляр в наших реалиях, 2024 год у нас сегодня, да, весна. Такой экземпляр можно купить примерно за 2200. 2200, 2300, да, то есть и конкурентов я вам назвал тоже в этом же диапазоне цен. По мне, немцы будут лучше. В плане классный полный привод, там двигателя, да, то есть там даже дизеля, они намного экономичнее получаются, да, почему я, ну, часто говорю, что, блин, там немцы, да, там Мерседесы, вот берите там с дизельным двигателем, потому что они надежные, они практичные, у них нету вот этой проблемы, понимаете, с прогревом зимой, то есть они без проблем все греются, прогреваются, в них комфортно находиться хоть зимой, хоть летом. Всем пока, ставим лайки!